Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Я сейчас нахожусь в отпуске в Черногории. Через несколько дней уже прилечу в Россию и выйду на работу. А сейчас решил записать для вас видео на очень наболевшую тему, которая входит в топ вопросов, которые мне часто задают. Сейчас весна и самый разгар сезона. Мой телефон готов буквально взорваться от потока желающих купить хороший макси-скутер или мотоцикл. Для России и других развивающихся стран, к сожалению, наиболее актуальны мотоциклы БУ. И чтобы радость от покупки не была омрачена бесконечными ремонтами, мотоцикл, разумеется, желательно купить в хорошем состоянии. Сегодня я хочу с вами обсудить вопрос покупки мотоцикла в мотосалоне. Есть мотосалоны лучше, есть хуже, но это на самом деле не важно, рекламой мы сейчас заниматься не будем. У многих мотосалонов есть такая опция, за счет которой они привлекают дополнительных клиентов. Это гарантия. Гарантия на БУ технику. У меня есть определенный опыт работы с клиентами, которым была такая гарантия предоставлена и что-то ломалось, а также определенные соображения на эту тему. Поэтому давайте разбираться. Для начала давайте разберемся с тем, что такое этот загадочный мотосалон. К мотосалонам я могу отнести любые организации или людей, которые привозят мотоциклы из Японии, Европы или Америки. А также, в принципе, можно отнести к ним и салоны, которые принимают мотоциклы бэушные в России на комиссию. Давайте зададим простой вопрос. Какая у этих организаций или людей главная цель? Ну, конечно же, прибыль. Я думаю, что несогласных здесь со мной не будет. И, как правило, собственный сервис у таких организаций есть, но силен он действительно только в одном – в подготовке мотоциклов к продаже, чтобы они хорошо выглядели и были на ходу. Причем в каком состоянии техника приезжает из Японии, это вообще как повезет, оно всегда разное. Вот, например, в одном небезызвестном салоне, имен опять же называть не буду, очень много лет была открыта вакансия полировщик. Я думаю, что люди из мототемы меня поймут. Может быть, кстати, она и сейчас открыта. И дальнейший карьерный рост до механика там был возможен только если выдержишь эту тяжелую и кропотливую работу достаточно продолжительный срок. Там была бешеная текучка, платили вроде как хорошо, но как только люди приходили, пробовали и понимали, насколько там серьезно требуют, народ сразу многие убегали. Я таких знаю ни одного человека. Кстати, нередко подобные организации обращаются и ко мне, когда приезжает какой-то необычный мотоцикл со сложным для них ремонтом. И, честно говоря, у меня большой респект таким организациям, потому что они хоть как-то находят бюджет, чтобы починить какую-то сложную проблему в профильном сервисе, пусть даже и не самыми дорогими запчастями, но это все равно зачастую бывает лучше, чем пытаться как-то доламывать его своими силами. Вот. Еще сразу хочу прояснить такой момент. Можно сколько угодно спорить о юридической стороне вопроса. То есть у меня есть клиенты, которые очень любят с кем-то судиться, куда-то бегать и так далее. Но я предлагаю сразу принять за истину то, что подавляющее большинство людей сейчас из-за там 5-10, а порой даже и 100 тысяч рублей не будут тратить время и бегать по судам, делать экспертизы и так далее. Сезон-то короткий, кататься надо. Итак, мы имеем вводные. К примеру, вы покупаете Skyway 650 с пробегом, ну, например, там 50-60 тысяч. Уже такой, не новый, скажем так. Ну, пробег реальный. И мотосалон обещает вам гарантию на двигатель и трансмиссию год или, допустим, 10 тысяч километров. Вот стандартная такая цифра. Вы на нем катаетесь неделю, радуетесь, и внезапно у вас разваливается вариатор. Вы с ним ничего не делали, только по рекомендации мотосалона у них поменяли масло в двигателе, чтобы эта гарантия действовала. Вот, дополнительно мотосалон заработал на вас еще небольшую денежку. Вы привозите мопед в салон, как правило, эвакуация происходит за свой счет, где бы вы ни находились, и, собственно,
стоимость ремонта новыми запчастями может быть сопоставима со стоимостью самого аппарата. Ну, конечно, надо смотреть, насколько он старый, но надо просто понимать, что чем дешевле вы его купили и чем он старше, тем дороже его обслуживание. То есть тут чудес не бывает. Многие почему-то сравнивают стоимость ремонта с ценой мотика, хотя на самом деле, чем он дороже, тем дешевле его, как правило, содержать. Вот. Ну, как бы вернемся к вашему гипотетическому мотоциклу. Разумеется, никто его хорошо, как для себя, в таком случае ремонтировать не будет. То есть это можете сделать только вы, но тут проблема будет во взаимодействии с этой организацией, скорее всего. То есть его починят дешево, так, чтобы он у вас как-нибудь доездил гарантию, но не более того. И никто не будет вкладывать деньги себе в минус. И это хорошо еще, если ситуация сложится так. У меня было полно ситуаций, когда мотосалоны кормили завтраками и утверждают, что сам виноват, неправильно ездил, трансмиссия, расходник и так далее. Одному моему клиенту продали Sky 400 в 44-м кузове. У него через 2 недели порвался ремень вариатора. Он приехал в мотосалон, ему прям тут же сняли крышку и сказали: ну да, окей, мы тебе готовы его бесплатно поменять, но ремня у нас нет. В итоге он сам нашел, купил новый оригинальный ремень, привез им. Ну, конечно, они его без проблем поставили, никаких трудностей, но полностью убитые щеки были с поврежденными сальниками после обрыва ремня. Естественно, через 2000 километров этот ремень порвался вновь. После чего человек уже приехал к нам, и мы ему собирали хорошую трансмиссию из нормальных запчастей. То есть гарантия заставила его потратить еще больше денег, чем он мог бы потратить сразу. То есть с нормальной диагностикой, сразу с нормальным ремонтом. На тот момент оригинальный ремень стоил там около 10, может быть, 12 тысяч. Это был, я могу сейчас ошибаться, но год 18-19. Я специально привожу старые примеры, свежие особо не затрагиваю, потому что, ну, просто чтобы никому не делать рекламу или антирекламу. Вот, примеров, благо, в моей практике много. Вот, соответственно, был случай еще со вторичным дросселем, вот из того, что вспоминаю, из такой старой практики. То есть у человека горела ошибка, мопед плохо ехал. Это Skyway 445 кузов. Но как бы человек так и не смог доказать мотосалону, что это проблема с двигателем или трансмиссией, как там прописано в договоре. В итоге ремонтировался в профильном сервисе за свой счет. То есть как-то они съехали, и дальнейший диалог просто, ну, был пустой тратой времени, на его взгляд. Ну, в общем, друзья, самое главное, что я хочу донести до вас, это одну самую главную и важную мысль. Не рассчитывайте, пожалуйста, на гарантию и на обещания других людей. Их цель – это прибыль. И помните всегда об этом. То есть бесплатного сыра в мотосалонах не бывает. Там бывает хорошая техника, бывает плохая техника. Вот. Но выбирать нужно хорошую, как ни крути. Я считаю, большой минус мотосалонов, что от них, как правило, нельзя отвести технику в профильный сервис на диагностику. Я довольно много ругался с рядом салонов, то есть когда они там типа не дают, там типа даже банально, там, ну я не знаю, прокатиться ладно, а иногда не дают даже завести, то есть это какая-то сложная проблема, не дают подключить диагностику, там еще что-то. То есть в одном мотосалоне я приехал как-то выбирать человеку Бургман, мне выкатили их 3 штуки, я ему выбрал один самый лучший, он его купил, я говорю, я специализируюсь на ремонте Бургманов. Вот. Через неделю мы приезжали смотреть BMW другому моему очень близкому товарищу, и менеджер мотосалона посмотрел на меня с такой лютой усмешкой и сказал: да ты неделю назад был профильным специалистом по Бургманам, быть такого не может, типа мы с тобой дружить не хотим. Ну, вот такой вот подход. Вот. А через некоторое время они сами же мне привозили ЛТХу с мертвым АБСом, которую им клиент вернул по гарантии, и они не смогли ее починить. Ну, это вот как пример. Такое, к сожалению, бывает, и это меня расстраивает. С тех пор я в этот мотосалон не ездил, просто чисто из принципа. Ну,
честно говоря, они меня обидели. Вот. Собственно, главное, выбирайте нормальную технику сразу. Не жалейте денег и времени на хорошую диагностику. Главное, не спешите. Обслуживайте желательно еще мотоциклы у людей, которые специализируются конкретно на вашей марке. Вот, и будет вам в конечном итоге максимум радости за минимум денег. Думайте своей головой и не ведитесь на какую-то мнимую гарантию. Оставайтесь взрослыми людьми. Ведь потратить деньги на какой-то хлам очень легко, а вот избавиться от него потом крайне трудно. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Я очень надеюсь, что это видео было вам интересно и полезно. У меня есть еще целый список наболевших тем, на которые я постепенно буду снимать видео. Но мне очень нужны ваши реакции, потому что я делаю это для вас. Всем пока!